Всем привет, меня зовут Светлана, и сегодня я покажу, как сделать вот такой небольшой букет из конфет. Делать его быстро и просто, за вечер я сделала целых 5 штук, поэтому если вам интересна такая идея, не переключайтесь. Ну и первое, что я взяла, это гофрированная бумага. В принципе, это практически основной материал, с которым мы и будем работать. Из белой бумаги делаю отрезки примерно 8 на 12 сантиметров, и здесь, конечно, размер лучше подбирать самостоятельно, ведь все зависит от того, какую конфету вы будете использовать. И для одного цветочка нам нужна будет одна такая заготовка. Для лепестков я взяла бумагу двух цветов и в ширину нарезаю примерно 3-3,5 сантиметра. Также мне понадобится фатин, можно заменить его любой другой тканью или чем-то подобным. У меня же была задача сделать быстро, просто и не очень дорого, поэтому я взяла только то, что у меня было. Нарезала его на квадратики, а затем сложила 2 раза пополам и склеила вот такие конвертики. Из бумаги вырезаю вот такие круглые лепесточки и немного растягиваю посередине. Маленькие лепестки делаю точно так же, но при этом бумагу сверху еще немного растягиваю, чтобы край получился волнистый. Ну а розовые лепесточки делаю в форме сердечка. Теперь все готово и можно приступать к самому цветочку. Самый большой лепесток закручиваю конфету и снизу приклеиваю шпажку, после чего по кругу добавляю сначала белые, а затем розовые лепесточки. При этом количество можете регулировать сами, добавляйте лепестки до тех пор, пока ваш цветочек не будет красивый. В конце добавляю фатин и оклеиваю шпажку гофрированной бумагой, после чего можно собирать букет. Букет у меня состоит из 7 цветочков, и для удобства сборки я использую малярную ленту. Упаковку делаю все из той же гофрированной бумаги, отмеряю нужный мне отрезок, после чего подгибаю края и снизу фиксирую на клей, а верхний край немного растягиваю. Склеиваем упаковку, помещаем туда букет, фиксируем все ленточкой, приклеиваем бантик, и на этом наш букет будет готов. На этом все. Я надеюсь, вам понравилась такая идея сладкого подарка. Если это так, то не забывайте подписаться на мой канал, ведь впереди вас ждет очень много интересного.